Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такую божью коровку, вот такой жучок. Мы уже с вами в прошлом видео вязали такого паучка. Видите, они такие глазастики с большими красивыми глазками. А теперь по этой схеме свяжем такую божью коровку. Ссылку на мастер-класс этого паучка я оставлю на видео, и под видео переходите и вяжите. А сейчас посмотрим на божью коровку. Вот она 5 сантиметров, получается 5,5. Небольшая, расход пряжи тоже небольшой. Начинаем вязать снизу, вывязываем лапки, глазки и потом вывязываем уже красным цветом, довязываем божью коровку. И получается такой красивый смешной жучок. Давайте вместе с вами свяжем такую красоту. Для игрушки я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и возьму крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать снизу вверх и берем черный цвет. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Получилось 12 столбиков. Третий ряд. 1 столбик, следующий убавка. Повторяем так 6 раз. В конце третьего ряда 18 столбиков. И четвертый ряд. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь вывязываем лапку. Набираем 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик. 1, 2 и третий в сам столбик, из которого все вывязали. Теперь 1 столбик по туловищу, 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик 1, 2 по воздушным петлям и третий в сам столбик, из которого вывязали. И столбик без накида по туловищу и третья лапка, 3 воздушных петли, 1 соединительный столбик, второй и третий в столбик, из которого все вывязывали. Теперь 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вывязываем еще 3 лапки. 3 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка 1 соединительный столбик, второй и в сам столбик, с которого все вывязали.
1 столбик без накида по туловищу, 3 воздушных петли и 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3. Еще 1 столбик без накида по туловищу, 3 воздушных петли и 3 соединительных столбика. 1, 2 и 3. И довязываем до конца ряда столбики без накида. 1, 2, 3 и 4 столбик вяжем не до конца. Здесь будем менять цвет пряжи. Так, поменяли. И в 4 ряду, вот здесь, где вывязывали лапки, без изменения 18 столбиков. Теперь переходим на следующий 5 ряд. Так, провяжем вот столбик без накида. И теперь черную пряжу отрезаем и связываем эти хвостики на 2 узелка. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, лапку опускаем, 4, лапку опускаем, 5, 6 и 7 столбик не до конца. Берем белую пряжу и меняем цвет на белый. Теперь вывязываем глазки. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 1 общая вершина. И завершаем красной пряжей. 1 столбик по туловищу без накида, но довязываем его не до конца. Снова переходим на белый цвет и вывязываем второй глазик. 3 столбика с накидом и 1 общая вершина. Меняем цвет пряжи на красный основной. Белый цвет отрезаем. 2 белых хвостика связываем на 2 узелка. И довязываем столбики без накида красным цветом. 1, 2, лапку опустили, 3, еще одну опустили, 4, 5, 6, 7 и 8. Получилось 18 столбиков без изменения. Следующий 6 ряд тоже вяжем 18 столбиков. И так довязываем их до конца ряда. 7 ряд вяжем 1 столбик, далее убавка. Так повторяем 6 раз. И в конце 7 ряда будет 12 столбиков. Наполняем немного наполнителем так, чтобы нижняя часть не сильно была выпуклой. И теперь 8 ряд. В 8 ряду вяжем 6 убавлений подряд.
Довязываем их так до конца ряда. Вот верхнюю часть я еще дозаполнила наполнителем, чтобы она была более круглая. И теперь вот за передние стенки каждого столбика захватываем и доходим до того места, с которого мы начинали. Ниточку затягиваем, вкалываем в середину и выводим вот снизу. И вот получается такая форма. Теперь приступаем к оформлению. Берем черную пряжу. Выводим там, где глазки, иголку. Оставляем хвостик для того, чтобы потом связать ниточки. Так, пролаживаем полоску. Выводим на боковую часть. И здесь уже делаем черные такие точечки, вышиваем. Можно приклеить бусинки. Так, вышиваем с одной стороны и переходим на вторую сторону. И теперь вот эти два хвостика связываем на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. И я еще приклеила глазки 8 миллиметров и одела карабин. И такая вот божья коровка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.